Всем привет! Сегодня интересная тема. Будем делать перламутровое покрытие и трафаретный фоновый рисунок. Кому интересна эта тема, оставайтесь со мной. Вся нужная информация будет также в описании под видео. Для того, чтобы сделать перламутровое покрытие на торте и такой фоновый рисунок, нужно, конечно, выровнять торт. Желательно использовать стабильный крем или ганаш. Крем должен хорошо затвердевать в холодильнике. Ссылка на крем, который использую я, будет в описании под видео. Здесь я использую стабильный крем. Я его окрасила в нежно-розовый цвет гелевым красителем от Mary Color Red Red. После выравнивания торта обязательно торт нужно охладить в холодильнике. С самого начала нанесем перламутр на покрытие. Покрытие у нас розового цвета. Для перламутра я использую жемчужно-серебряный кондурин, он белого цвета. У меня кондурин польской фирмы Food Colors. Все делается очень просто, как будто делаем румяна на лице. Здесь процесс простой. Макаем кисточку в кондурин и легкими движениями наносим на покрытие торта. И немножко слегка растираем, так, только очень легонько, свободно, так легко. Проходимся кондурином по всему торту, по всей поверхности. И у нас получается вот такой замечательный блеск. И цвет остается розовый. Если вы заметили, я также использую здесь косметическую кисть. Она очень мягкая, нежная такая и большая. Кисточка не продается в кондитерских магазинах, ее можно купить в косметическом магазине. Кстати, очень хороший и нужный инструмент для кондитера. Благодаря этой кисточке и кондурину у нас получился вот такой классный блеск на покрытие торта. Убираем торт в холодильник для охлаждения, а за это время подготовим крем для трафарета. Фоновый рисунок я нанесла не совсем обычным способом, а также я использовала для этого рисунка крем Шантифлекс. Как приготовить крем Шантифлекс, будет ссылка также в описании. Этот крем лично для меня незаменим. Я очень часто пользуюсь этим кремом и делаю декор очень разного вида. Для нашего торта нам нужно взять готового крема Шантифлекс 50 грамм и добавить к нему чуточку патоки, либо сиропа глюкозы, либо инвертного сиропа. И хорошенько все вымешать. Теперь у нас этот крем будет намного эластичнее и с ним будет очень легко работать именно на трафарете. С ним работать очень удобно. Я себе делаю порцию шантифлекса, потом частями замораживаю и вытаскиваю и делаю все, что мне нужно. Так как у нас торт покрыт кондурином, мы не сможем сделать трафарет обычным способом, поэтому будем делать по-другому. Нам нужна ацетатная пленка, чуточку больше размером, чем сам трафарет. Трафарет здесь у меня я использую 15 сантиметров на 20. Прикладываем трафарет к ацетатной пленке. Прикладывая трафарет к пленке, учитывайте сразу расстояние от начала рисунка, чтобы потом не пришлось отрезать часть ацетатной пленки. Фоновый рисунок должен ложиться сразу от края подноса где-то полсантиметра. Где купить такие трафареты, есть ссылка также в описании. Прижимаем хорошенько трафарет к пленке и все, и берем наш крем, который мы приготовили, и начинаем наносить шпателем по трафарету. Аккуратненько, как бы плашмя, сильно прижимать не нужно. Крем нужно выложить на трафарет одинаково ровным слоем, чтобы не было горбов, чтобы везде была одинаковая высота. Но также, чтобы слой крема не был очень толстым, это тоже не очень красиво потом смотрится. Проходимся кремом по всему трафарету аккуратненько. То, что там залезет на пленку, ничего страшного, это все можно потом убрать. Главное, чтобы рисунок отпечатался на пленке как можно качественнее, чтобы он был четким, ровным, без дефектов. В конце я еще раз прохожусь более широким шпателем. Я вижу все, что как бы все ровненько, и теперь просто снимаем трафарет. А рисунок у нас остается на ацетатной пленке. Таким способом мы можем сделать сразу все заготовки на весь торт. У меня пошло на диаметр 18 сантиметров, у меня пошло ровно 3 таких фоновых рисунка. Вписалась тютелька в тютельку. После того, как наши трафаретики готовы, нам их нужно немного подсушить. Либо оставляем в помещении, это будет очень долго и нудно, либо ставим в духовку на 40 градусов на час. После духовки оставляем в помещении, чтобы это все остудилось, тоже где-то на полчаса 40 минут.
Как понять, что рисунок уже высох и его можно переносить на торт? Мы можем аккуратненько отогнуть край рисунка от ацетатной пленки. Если он легко отстает, значит уже можно переносить рисунок на кремовое покрытие. Перед тем, как перенести фон на торт, нужно обязательно пройтись еще кондитерским гелем по каждому узорчику. Как видите, я выбрала не самый легкий вариант. Здесь очень много мелких деталей, но мне интересны такие работы, и они по-своему красивые. Теперь можем спокойно перенести фоновый рисунок на покрытие. Аккуратненько прикладываем, не надо сильно прижимать, легонько пригладить рукой. Можно пройтись аккуратненько утюжком по всему рисунку. Главное, чтобы он сначала зафиксировался. И теперь снимаем пленочку. Если что-то где-то не цепляется, то есть узор тянется за пленкой, аккуратненько пальцами прижимаем со стороны пленки и придерживаем. Он должен приклеиться к торту. У меня рисунок сложный, здесь очень много мелких деталей, поэтому все равно мне приходится немного пальцами ставить мелкие детали на место, придерживать, чтобы они зафиксировались на покрытие торта. Может быть, первый раз покажется, что это очень сложно, я вас уверяю. И если правильно организован процесс, делается все очень быстро. У нас получился вот такой классный фоновый рисунок на перламутровом покрытии. Теперь отрезаем все лишнее сверху. Режется этот крем тоже очень легко. Не забывайте следить за тем, чтобы торт был холодным, иначе вы можете повредить покрытие, если торт уже долго находится в помещении. Вот это у нас первая часть, нам осталось еще две. Вторую крепим точно так же. Идем в стык к предыдущему узору, аккуратненько прикладываем пленочку к торту, проходимся руками, утюжком, все как в прошлый раз, аккуратненько, смотрим, чтобы у нас стык хорошо сошелся, и снимаем пленку. Некоторые отпавшие детали я приклеиваю обратно вручную. Их не так много отпадает, там буквально несколько штучек может отпасть. Если где-то видно, что декор немножко оттопыривается, также аккуратненько пальцами прижимаем его обратно, но все будет хорошо держаться. Вот, как видите, ничего сложного нету. Две части я уже поклеила и осталась еще одна. Я ее приклеила точно таким же способом, как предыдущие две. В итоге у меня получился вот такой красивый фоновый рисунок на перламутровом покрытии. Если что-то пропустила, задавайте вопросы в комментариях. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Говорю всем пока, до следующего выпуска.